Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у меня для вас сюрприз. Будем делать хлеб по мотивам японских хлебов. Наверняка многие слышали о таком хлебе Хоккайдо, но это не Хоккайдо, тот заварной, а этот не заварной, обычный рецепт. Но тем не менее, смотрите, какой он потрясающий получается. Этот хлеб с очень воздушным, нежным и очень красивым мякишем. Он такой вот разнообразный на разрезах. Им можно любоваться, знаете, как садом камней можно разрезать и любоваться. И сегодня мы познакомимся с этим замечательным рецептом. Давайте начинать. Необходимо подготовить стартер. Я буду делать сладкий стартер. Берем 40 граммов закваски пшеничной 100% влажности на пике. Добавляем 40 граммов воды, 40 граммов пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта и 20 граммов сахара. Как следует перемешиваем стартер. Далее обязательно накрываем крышкой, оставляем подходить. До пика доводим. Пик — это когда у нас вся поверхность бугристая и начинает уже немножечко даже проваливаться, появляются кратеры на поверхности. Оставляем при комнатной температуре и следим за подъемом. Смотрим на стартер через 6 часов брожения. Смотрите, какой он красивый, пористый, классный. Знаете, как проверить готовность стартера? Мы берем и вот так вот тихонечко ударяем донышком об стол. И он весь вот так оседает. Это значит, что поры у нас проникли уже до самого верха. И вот при таком ударе он у нас полностью начинает оседать. Сейчас мы приготовим опару на вот этом стартере. Здесь 100 граммов. Сюда добавляю 40 граммов воды. И добавляю 100 граммов пшеничной муки высшего сорта. И замешиваем опару. Можно замешивать скребком, руками, можно датским венчиком, как вам удобно. Видите, датским венчиком, как мгновенно собирается тесто в опару. Руками месить чуть-чуть липковато, но хорошо проверить руками, чтобы не было комочков. И все-таки промесить до однородности. Несмотря на липкое тесто, перейду все-таки на стол, чтобы максимально однородно замесить. И дальше эту опару я буду выбраживать в холодильнике целые сутки, накрываю крышкой, убираю в холодильник. Но важно, чтобы в холодильнике была не очень критически низкая температура. Выберите полочку, на которой порядка 8-10 градусов тепла. Наступил у нас следующий день. Опара провела в холодильнике сутки. Смотрите, как хорошо поднялась. И сейчас на этой опаре будем замешивать тесто. Кроме опары понадобится 120 граммов пшеничной муки высшего сорта, 45 граммов сливок, 5 граммов соли, 20 граммов сахара, 25 граммов воды. И вот такая паста какао. Делается она очень просто. Здесь 5 граммов сухого порошка какао и 8 граммов воды. Все перемешала, чтобы не было комочков, до однородности. Это мы пока отставляем в сторону. Замешивать буду я в машине. Выкладываю опару. Ингредиентов у нас немного, поэтому добавляю молоко и сливки. Следом мука, соль, сахар и будем замешивать. Замес начинаем на минимальной скорости. И напоминаю, что в процессе замеса помогайте своему тесту скребочком, собирайте со стенок, чтобы месилась не только центральная часть, но и весь объем. Так, давайте посмотрим. Комковатое у меня пока еще тесто. Немного туговатое, нам его нужно домесить до эластичности. У меня возникло желание к нему добавить немного масла, хоть в рецептуре этого и не было предусмотрено. Я не помню, где я взяла уже рецепт. Теста немного, поэтому с маслом очень аккуратно. Вот я всего 10 граммов добавила. Продолжу замес, посмотрю, как будет вести себя тесто. Смотрите, промесила еще 5 минут. Ну вот, да, с добавлением масла мне нравится гораздо больше. Так, смотрите, чтобы сейчас тесто помягчело и лучше замесилось дальше, оставляем его на 10 минут отдохнуть под крышкой. Сделала паузу в замесе. Давайте посмотрим на тесто. Видите, оно стало гораздо эластичнее. Но вот видите, еще неоднородности такие неприятные встречаются. Придется помесить еще. В принципе, тесто довольно плотное. Можно промесить руками, если хотите. Руками эти комки можно даже проще, наверное, размять. Снова включаю на минимальную скорость. Выставляю время 5 минут.
Домесила я тесто еще 5 минут. Стол либо смачиваем водой, либо тонким слоем растительного масла. Я в этот раз взяла масло. Выкладываем тесто. Ну и смотрите, после замеса тесто у меня таким неровным комком, поэтому нужно его немножечко, скажем так, упорядочить. Когда мы руками замешиваем, тесто у нас собирает. Здесь оно не совсем ровное, поэтому растягиваю, складываю. Оставляю его на 10-15 минут, накрою также дежой. Возвращаемся через 10 минут. Нужно поделить тесто на 2 части. Одну отставляем в сторону. Для другой у нас приготовлена паста из какао. Наносим пасту. Руки можно не отмывать. И начинаем втирать пасту какао в тесто до однородного цвета. При этом то, что осталось на пальцах, мы также туда же вмешиваем. Смотрите, замесила я тесто какао. Приятный цвет получился, не очень темный, приятный как раз. Смотрите, что дальше мы делаем. Так, во-первых, надо его, так же как и это, немножко привести, скажем так, в порядок. Мы его вот так заворачиваем. Если прилипает, можно скребочком себе помочь в более-менее ровный кусочек. И этот тоже. Мы берем 2 куска пищевой пленки. Самую малость смазываем растительным маслом. Укладываем сюда тесто. Заворачиваем. И отправляем в морозилку на 15 минут. Через 15 минут возвращаюсь к тесту. Первым катаем белое тесто. Я его специально, видите, в такой прямоугольник сделала, чтобы мне было ровнее и удобнее его раскатывать. Раскатываем в пласт, то есть не в длинный какой-то. Отложите в сторону. Берем коричневое тесто и тоже раскатываем его в пласт. Раскатываем так, чтобы они у нас были примерно одинакового размера. И дальше накладываем коричневое на белое. Стараемся делать ровно. Так, положили. Дальше аккуратно прижимаем руками. Выгоняем вот такие пузыри, видите? Складываем вдоль длинной части пополам. Снова заворачиваем в пленку, в ту же самую. И снова в морозилку на 15 минут. Достаем тесто из холодильника. И сейчас раскатаю его еще раз. На себя, от себя. Переворачиваем и смотрим, видите, как у нас съехали опять слои. Поэтому нужно прокатать и с этой стороны тоже. Можем перевернуть и прокатать в другом направлении. Раскатали, складываем аккуратненько, совмещаем края, делаем прямоугольник. Это я прям как круассаны делаю, примерно похоже. Снова берем пленку и заворачиваем, отправляем снова в морозилку на 15 минут. Через 15 минут снова возвращаемся к тесту. И сейчас уже нужно подготовить форму, в которой будем растаивать. Это может быть любая хлебная форма. Я взяла форму Пульман, которая для тостового хлеба. Она отличается тем, что она квадратная. У нее ширина основания равна высоте стенки и равна ширине верха. То есть здесь у нас тостовый хлеб, и такая форма мне нравится. Смотрите, нам нужно раскатать чуть-чуть длиннее этой формы. Ширины такой достаточно. А дальше катаем в длину и ставим форму рядом, чтобы ориентироваться. Смотрите, когда мы раскатали, в принципе, этого достаточно. Дальше берем нож, шпатель, либо нож для пиццы и делим на 3 полосочки. Стараемся, чтобы ширина полосочек была ровная, поэтому я сначала намечаю, а потом разрезаю. За счет того, что тесто у нас охлажденное, оно и разрезается лучше. Смотрите, какая красота на срезе. Очень ровные, аккуратные полосочки. По-моему, классно. Ну а теперь все просто. Плетем самую обыкновенную косичку. Прервалась у меня немного съемка. В общем, заплела я косу в эту сторону. Теперь возвращаемся к началу и доплетаем аккуратненько
начало. Форма, кстати, у меня смазана антипригарной смазкой. Рецепт есть у меня на канале, посмотрите. И укладываем нашу косу в форму. Она составляет где-то четверть от высоты формы. И мне нужно, чтобы она подошла практически до верха. Расстойку буду делать теплую при температуре где-то 28, 26, 28 градусов. Расстойка у меня заняла чуть меньше, чем 4 часа, примерно 3 часа 40 минут. Вот так высоко поднялось тесто. Когда мы смотрели на уровень теста, в момент, когда я его туда поместила, казалось, что так высоко оно подняться не может. Но тем не менее, замечательная подъемная сила у него. Хочу сделать румяную корочку, поэтому смажу сейчас желтком. Желток и немного теплой воды по поверхности. Пока мажу, расскажу о режиме выпечки. Выпекать буду на 200 градусах первые 20 минут. Никакого пара, ничего, никакого колпака я не делаю. Просто пеку на 200 градусах. Нагрев вверх плюс низ. Потом смотрите по своей духовке. Если очень сильно румянится вверх, вы это заметите за первые 20 минут, делайте из фольги укрытие и накрываете. Переключаете нагрев только на низ, снижаете температуру до 180 и печете еще примерно 30 минут. Все отправляю выпекаться. Аккуратно ставите в духовку, не ударяйте, не встряхивайте. Очень-очень действуем аккуратно. Как я и планировала, пекла 50 минут. Давайте посмотрим. Красиво получилось. Румяно. Оп, все. Вытащила. Чуть-чуть прилипла. Но эта форма у меня вообще часто прилипает. Смотрите, какие корочки. Очень красивые. Румяные. Оставляю на решетке остывать. Хлеб у меня полностью остыл. Он абсолютно невесомейший. И, конечно, самое интересное, это то, какой рисунок получился внутри. Можно даже несколько надрезов сделать, чтобы посмотреть. Это очень интересно. Разрезала в 3 местах. Уже посмотрела. Показываю вам. Смотрите, с одного края красивый мякиш, крупные поры. Смотрите, какой он нежный, мягкий, очень красивый. В серединке вот такой рисунок. Мне напоминает какие-то картины с волнами, что-то такое про море или про пески, или рисунки на песке. Очень красиво. И 3-й разрез тоже очень художественный, интересный. Слегка пахнет какао, очень приятный хлеб. И, на мой взгляд, этот хлеб может стать украшением любого домашнего торжества. Может стать красивым, интересным подарком. Он не слишком нарочито сладкий, в нем нет вот этой сладости. То есть он не десертный, он вполне себе столовый хлеб. И может использоваться абсолютно для любых целей. Хлеб получился интересный. Рекомендую вам его испечь. Подписывайтесь на все мои ресурсы, на телеграм-канал и на каналы на других ресурсах. Все ссылки в описании. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.